Друзья, приветствую вас, дневной обзор. Ну все, в общем-то, посыпалось, полетело вниз. Сказывается вторая половина августа, никуда от этого не деться. Давайте посмотрим, какие есть рубежи, которые можно удержать или нельзя. Так, друзья, давайте начнем с того, что наиболее болезненно или интересно, кому как. Это доллар США, USD Tomorrow. Так, ну у нас здесь уровень 74.08, он пробился на споте. Соответственно, если еще парочку часов торговля продолжится над этим значением, либо сейчас сразу отсюда возможно развитие движения, цель которого будет 75. Но здесь, в общем-то, все движение сейчас идет, оно из-за того, что нефть посыпалась и пробила. Сейчас посмотрим, насколько серьезный этот пробой, 66.25. Так, друзья, давайте сейчас на нефть перейдем. Здесь борьба за уровень 66.25. Уже ложный пробой был. Вот. Ну, исходя из месячного таймфрейма, здесь ситуация следующим образом будет развиваться. Если начнется проторговка под этим уровнем, то весьма вероятно следующая цель движения будет проходить в районе 60-60,5 долларов за баррель. Ну, на месячном графике разворотная формация, вот она была, но то, что спрос превышал предложение, здесь, соответственно, не возникало оснований для реализации такого разворота. И вот с приходом августа эти основания начали материализовываться. Так, ну вот на недельке это следующим образом выглядит. То есть сейчас вот будет решаться судьба, пробой, не пробой 66.25 и последующего диапазона на 64.8. Но если переходить на дневку, то, соответственно, текущая ситуация, она связана с тем, как сегодня день по нефти отторгуется. Если будет закрытие под вот этим уровнем 66.25, это будет указывать на то, что достаточно высока вероятность дальнейшего продолжения движения вниз, у которого цель будет 60. Так, ну и вот часовик пока не указывает, что здесь произошел разворот. Вот, и поэтому в ближайшие часы вот эта ситуация, она либо стабилизируется, либо мы увидим дальнейшее сползание по направлению 60,5. Если ориентироваться на недельный таймфрейм, то мы сейчас вот в районе 66.25, может чуть пониже, должны консолидироваться и отскочить. Ну и соответственно, если вот этот сценарий на недельках срабатывает, то у нас цель отскока будет 68,8. Так, друзья, ну вот еще по нефти, если на дневной график переходить, то здесь действительно по дневному графику получается вот это все движение, которое было вниз, оно наиболее вероятно должно закончиться вот в этом диапазоне, даже не доходя до 60 с половиной, где-то в диапазоне 63,7, 66,25. То есть сегодня вот день будет показательный в части того, как закончатся торги, потому что если проторговка пойдет и закрытие дня будет ниже 66.25 и вообще ниже вот этого значения, то действительно тогда, скорее всего, мы увидим продолжение просадки. Ну, здесь уже движение на 60 с половиной 60, вот к этому значению оно будет весьма вероятно. У нас вот еще одна точка есть в районе 56,5. Пока о ней говорить рано. Я думаю, вот здесь еще может произойти отбивка и отскок. Я оперирую относительно того, какие движения были вот на этом диапазоне, начиная с осени прошлого года, когда, в общем-то, этот рост и зародился. Поэтому сегодняшний день, скорее всего, будет решающим. Понятное дело, что все завязано там на Америке, на движении и на решениях американского ФРС, как рынки это американские видят. Плюс у нас еще ковидная карта под боком, которая показывает рост новых заболеваний. Но тем не менее, должен обратить ваше внимание, что высока вероятность и по недельке, и по дневке, что вот здесь где-то будет разворот. Не могу однозначно сказать, что все, мы сейчас разворачиваемся и отлетаем наверх, но все признаки этого имеют место быть. Вот. И показательно сегодня и эта неделя, это закрытие ниже 64,5 или проторговка в районе этого значения под сильным уровнем
в районе 64,5. Если такое произойдет, то весьма вероятно вот это сползание, оно продолжится. Ну, первая цель 60,5. Так, друзья, далее евро-рубль. Но здесь, собственно говоря, у нас не пошло дальнейшее укрепление рубля. Соответственно, сейчас будет тестирование 86,75. Ну и в случае пробоя открывается движение в район 87,1. Это исходя из дневного таймфрейма в паре евро-рубль. Часовик указывает на то, что весьма вероятно все-таки здесь коррекционный откат какой-то сейчас произойдет. По крайней мере в ближайшие 2-3 часа, если не будет пробоя уровня 86,75, мы скорее всего отсюда откатимся. И цель отката это движение в район 86,5, 86,6. Вот сюда, вот к этим значениям. Так, друзья, ну вот переходя на РТС, давайте часовик поставим. Здесь промежуточный уровень сработал. Промежуточный уровень сработал 163,100. Смотрите, вот если мы в течение там пары часов не показываем дальнейшее движение на пробой 162 350 вот сюда к этому значению, то вот здесь уже сейчас будет формироваться модель на отскок. Цель этого отскока сходить вот сюда вот на 164 600. Если здесь возникает пробой, то следующая точка остановки находится на 161 250. Ну если на дневочку переходить, то смотрите, мы пришли на этот уровень 163 250, 163 300. Соответственно, то есть здесь, если не будет сегодня удержания в районе этого уровня, то весьма вероятно, что мы уже в пятницу или в понедельник, ну сегодня, я думаю, все-таки, наверное, нет, но можем сходить вот сюда, вот в район 159 200. Пока такой сценарий, мне кажется, маловероятным, потому что ну, рынок он слишком сложен для того, чтобы вот так вот взять и упасть. То есть, по идее, мы должны покрутиться, помучиться и, возможно, даже удержаться и проторговаться на вот этом уровне 163 300. В районе этого значения он находится. Ну, а по сути, да, у нас получается здесь, увы и ах, двойная вершина. И, соответственно, поэтому приход вот сюда, к этому значению 153 300, 156 200, очень вероятно, что приведет к тому, что движение вниз оно может продолжиться и даже усилиться. Ну и здесь вот она цель движения в случае реализации двойной вершины. Она, соответственно, находится в районе 140 тысяч. Ну, пока все-таки, я думаю, об этом возможно говорить преждевременно. Если смотреть стратегически по дневочкам, то вот у нас этот диапазон, если он не пробивается, то возможно и все обойдется, по крайней мере, еще на месяц-другой. Так, друзья, ну вот смотрите, палладий полетел, посыпался. Соответственно, отсюда это дневной таймфрейм, у него весьма вероятно отбиваться, отражаться он будет от уровня 2200-2300, вот от этого диапазона. Может и сейчас произойти разворот, но пока вот он сюда не сходит, вот это движение нисходящее, оно, можно сказать, не завершено, и он будет тяготеть в любом случае к этому месту. Почему палладий? Потому что норильский никель. Так, друзья, 12.48 по Москве, и вот, соответственно, по палладию здесь попытка коррекционного отскока, и цель этого отскока находится на 2500, 2530. Если сейчас этот отскок происходит, то для норильского никеля это может быть очень воодушевляюще. Так, друзья, ну давайте сейчас на американский перейдем. VIX. Ну вот смотрите, собственно говоря, вот она вся эта прелесть, она и рынки обрушила, не дала никакой шанс для того, чтобы проторговаться. Ну вот сейчас после этого удара идет попытка коррекционного отката по VIX. Что здесь интересно? Интересно здесь то, что пробитие 22,3 приведет к тому, что весьма вероятно VIX просядет в район 19. Вот если этот сценарий сейчас реализуется, то весь этот ужас проходит, и рынки на какое-то время еще успокаиваются. Если он начинает торговаться в этом диапазоне, вот этого пробоя не происходит,
то в ближайшее время нас ждет очень увлекательное падение по всем рынкам и по нефти. Но смотрите, вот здесь опять же двойная вершинка. По логике вещей, по законам жанра, ну так вот сразу, чтобы быстро не бывает. То есть оно бывает, когда что-то там банкротится очень большое, внезапно. Сейчас вроде бы пока ничего такого, ну там есть, конечно, наметки, но скорее всего с помощью избытка денег этот вопрос решат. Вот, и поэтому весьма вероятно, действительно, сейчас от текущего значения, либо чуть выше, от 25,1, здесь будет коррекционный отбой. И, соответственно, если такой сценарий сейчас реализуется, то на сегодня, на завтра все может успокоиться. Ну, смотрите, здесь закономерность, с одной стороны, август, и всем становится страшно. Вот, с другой стороны, конец недели. Неделя была достаточно суровой, и поэтому здесь полагается немножко скорректироваться, успокоиться, потому что обычно пятница она проходит в состоянии противохода. Так, друзья, далее Сбербанк. Ну, смотрите, какое-то падение, оно без огонька идет. Ну, по Сберу только это сам, буквально с 340 пришли на 330. Ну, что это такое? Тут, по идее, если уж ужас, надо было 325 пробить и куда-нибудь обвалиться хотя бы, ну, для приличия на 307 или на 300. Вот. Да, здесь объемы достаточно ощутимые вышли, но вот этот вот пока обвал, который идет, ну, это, мне кажется, не обвал. Потому что обвалы, они происходят гораздо быстрее, и они сразу пробивают ключевые уровни. У Сбера, ну, как-то никто ключевой уровень не пробил, значит, особо этого обвала никто не боится. То есть, если возник ужас, мы должны были по Сберу прошить просто насквозь вот этот диапазон и уйти, ну, хотя бы на 307,5. Я здесь никакого энтузиазма для такого падения не наблюдаю. Еще делаю вывод, что, наверное, в ближайшее время, сегодня либо завтра, это все дело должно успокоиться, а там посмотрим, то есть будет ли какой-то отскок или пойдет дальнейший падеж. Пока что вот Сбер пришел на тот уровень, где, ну, где его, я так думаю, очень серьезные люди повторно докупали. Так, друзья, далее Росгидро, да, на месячном таймфрейме здесь Росгидро немножко захандрила и обвалилась, к сожалению. Но здесь вина не конкретной бумаги, а то, что такая ситуация на рынке. Как раз как бы к самой бумаге у меня минимум вопросов. Так, ну и вот на недельке, недельный таймфрейм пытается ситуацию исправить. Вот. И на самом деле я бы не сказал, что эта волна роста, которая пошла, она себя исчерпала. Так, друзья, давайте здесь дневочку. Уровень 81,1 копейки. Соответственно, этот уровень, если удерживается, если здесь пробоя не возникает, то высока вероятность того, что отсюда будет отскок. Цель этого отскока — движение вот сюда вот на 83,5 копейки. Если здесь будет пробой и здесь начинается проторговочка, то следующая точка остановки будет 77,22, вот сюда вот к этому значению. Но опять же, как и в случае со Сбером, я не вижу, что здесь, то есть да, здесь идет коррекционное снижение, но такого прям вот залповой просадки я не наблюдаю, и поэтому, наверное, все-таки вот этот уровень, он будет ключевой. Если здесь пробитие не возникает, будет отскок. Если все-таки она добьет и начнет торговаться, то ну, здесь уже, наверное, все рынки пошли вниз, ничего не попишешь. Так, друзья, далее Газпром. Ну, смотрите, Газпром вяло падает, это дневной график. Идут очень мощные сделки по его приобретению. Там причем определенные, они слишком определенные для того, чтобы сказать, что он пойдет дальше вниз. Ну, смотрите, вот здесь у Газпрома уровень 287, 286. Это дневной таймфрейм. Соответственно, вот если эту зону мы не пробиваем, то все нормально. Он здесь сейчас выстоится, его докупят. И как минимум его будут гонять в этом диапазоне. Ну, Газпром захандрил из-за газа, это вот график природного газа. Но опять же, тот же график природного газа, вроде бы снижение и есть, но как-то вот он ключевые уровни, например, 3,5, он даже близко к ним не подошел. И при такой цене вообще как бы Газпром могут в легкую на 350 при отсутствии обвалов
на мировых рынках свозить. Друзья, ну вот давайте к Газпрому назад, часовой таймфрейм. Вообще здесь отлично все. Газпром отпадал. Газпром отпадал, сейчас он будет отскакивать. Цель отскока — это закрытие этого гэпа и потом движение на 299. Но опять же обращаю внимание, вот эта вот линия демаркационная, здесь она проходит на часовике чуть повыше, 287,6. Если она пробивается, то сегодня на отскоку смысла рассчитывать нету. Если значение удерживается здесь, то сегодня с высокой степенью вероятности мы увидим закрытие гэпа и движение вот сюда вот. Так, друзья, далее Норильский никель, ГМК, месячный таймфрейм. Сегодня, к сожалению, пробили 24 200. Вот. Ну, это, конечно, не очень приятно, но с другой стороны, как бы пока еще он совершенно валиться не начал. Риск здесь какой? Ну, понятное дело, что это прокси на Россию, прокси на палладий, прокси на никель и прокси на изношенные российские активы, которые с советских времен, и, соответственно, они начинают постепенно давать сбои. Это у многих компаний российских сырьевых, не только у Норильского никеля. Просто специфика горнорудной выработки, она такова, что эта проблема, она начинает острее всего ощущаться именно в таких сферах. Так, друзья, ну вот на недельку, если переходить, 24 200 пробили. Это неприятно, но пока не летально, потому что есть еще один уровень, который проходит чуть-чуть пониже, это 23 500. На самом деле, для того, чтобы здесь был отскок, необходимо, чтобы мы сегодня забрались выше 24 200. Тогда все шансы для отскока на завтра или на понедельник, они очень велики будут. Если этого не происходит, то он либо сейчас продолжит просадку, из этого уровня у него будет движение в район 22 200, вот сюда вот, или какое-то время будет консолидироваться вот здесь в этом районе, в диапазоне 23 900, 23 500. Хотя на самом деле вот это движение, которое сейчас произошло, оно по логике вещей должно вести вот сюда вот куда-то. Так, друзья, ну и вот по дневкам у нас как бы все складывается, что сейчас должен произойти сегодня коррекционный отскок от уровня 23 750. Здесь ситуация вполне четкая. Сегодня должны отскочить и закрыться на выше 24 200, возможно 24 350. Но вот если брать часовик, он пытается нарисовать сейчас разворот. Действительно, здесь, исходя из того значения, к которому он пришел, вполне может быть коррекционный отбой и отскок наверх. Но пока что здесь такого вот уверенного, сильного подтверждения на то, что сейчас произойдет отскок, его нету. То есть здесь, я думаю, наиболее оптимальная тактика действий, если прям вот очень-очень хочется ГМК взять. Там кто-то спрашивал, как его взять надолго, тогда он на 20 будет, а еще лучше на 2000. Но смотрите, на самом деле, если вы инвестор долгосрочный на 10-20 лет, и вы уверены, вы верите в то, что компания, она будет расти, она будет генерить большой денежный поток, то в этой ситуации, с моей точки зрения, ее можно смело покупать. Риск только один. Риск того, что с ней что-то произойдет, она обанкротится, либо какие-то правовые политические риски случатся в стране и в мире. Вот, потому что, как показывает практика, все равно все потом, рано или поздно, в современных реалиях отрастает. Это неизбежно. Так, друзья, ну и что касается Норильского никеля. Вот смотрите, если он сейчас, то есть пока до конца намеченном недельном таймфрейме ситуация не ясна, но он может еще отскочить. Что касается краткосрочно в течение дня, то здесь сейчас надо подождать, вот будет ли он здесь выкристаллизовываться, или он все-таки сделает добой 23 700 и пойдет уже в район 22 тысяч. Вот, если он сейчас здесь выстоит и пойдет подтверждение того, что он выстоялся, какие подтверждения, я так не могу вот формально изложить, что вот там пункт 1, 2, 3, СМ там, если если равно там, то пошло, то такого нету. Некоторые вещи, они там как-то интуитивно или на уровне понимания. Вот, пока что здесь, я думаю, надо подождать.
Если он здесь какое-то время задержится и будут определенные признаки, то весьма вероятно он уже сегодня отскочит и закроется, ну, в районе 24 400, где-то здесь. Если он сейчас начнет вот эту штучку добивать, то путь ему в район 22 тысяч. Я думаю, там даже двойное донышко, уже следующее, оно, скорее всего, его особо не сдержит. Так, друзья, ну, в общем-то, все. Тема доллара, евро, нефти рассмотрели и российские ключевые бумаги. Спасибо за внимание.